Глава 70. Селянь произнес: «Сейчас же позови его сюда». Фэн Синь приложил 2 сложенных пальца к виску, связываясь с Му Цином по сети духовного общения. Тем временем Цзэжун презрительно сплюнул и произнес: «Так ты притащился из этой дыры, Юнани». Вот уж точно, бесплодные горы и бурные реки рождают одних смутьянов. Думаешь, раз ты нищий, то можешь отбирать деньги у божества? Лан Ин ответил: что ж, я не стану отбирать. Я прямо сейчас отправлюсь на поклон к этому вашему божеству, паду перед ним на колени и буду бить челом, чтобы он дал мне денег на спасение моих земляков. Тогда он сможет нам помочь. Цзэжун поперхнулся и подумал: скажи он сможет, этот человек вполне способен, воспользовавшись ситуацией, пойти дальше и с полной уверенностью в своей правоте схватить деньги и сбежать. Поэтому юноша ответил: его высочество наследный принц, бессмертный небожитель, а небожители завалены делами по горло. Откуда у них возьмется время на смутьянов, подобных тебе? Послушав, Лан Ин медленно кивнул и произнес: я тоже думаю, что он не удостоит меня вниманием. Мы ведь уже пытались помолиться и попросить богов о спасении, но все тщетно. Те, кому суждено умереть, все равно умрут. Селянь от его слов содрогнулся в душе, а один из монахов храма закричал: «Да кто ты такой, чтобы говорить подобное в божественном храме? Не боишься, что небожители не спошлют тебе кару?» Лан Ин же ответил: «Мне уже все равно. Пусть будет кара. Я не боюсь даже, что мы не дождемся спасения, мне ли страшиться небесной кары?» Цзэжун махнул рукой, и толпа слуг, которая уже давно ожидала приказа, бросилась вперед. Они окружили мужчину и принялись избивать его руками и ногами. Фэн Синь тоже присоединился, чтобы в нужный момент погашать силу их ударов, поэтому, хоть с виду и казалось, что мужчину жестоко избивают, сам он не пытался уклониться или защититься, лишь в полной растерянности время от времени прикрывал руками дорожный сверток, что нес на спине. Цзэжун же взял горсть семечек, уселся их щелкать и, потрясая ногой, приговаривал: «Бейте, да посильнее, на радость моему княжескому высочеству». Выглядел Цзэжун при этом как самый настоящий злодей. Услышав, как юноша назвал сам себя, Лан Ин вдруг вскинул голову со словами: «Ты князь». «Какой именно князь? Ты живешь в императорском дворце. Ты можешь увидеться с государем?» Цзэжун небрежно выплюнул ругательство: «Я твой дед. Ты все еще надеешься увидеться с его величеством государем? Его величество занят 1000 дел ежедневно, у него нет на тебя времени». Лан Ин, оборачиваясь к нему, прямо спросил: «Почему у него нет на меня времени?» «У божества нет на меня времени, у его величества тоже, но тогда у кого же есть? К кому же мне тогда обратиться? Государю известно, что в Юнани гибнет множество людей. Жителям столицы это известно. А если известно, почему они охотнее бросают деньги в пруд, вместо того, чтобы отдать их нам?» Цзэжун с холодной усмешкой ответил: «Наши деньги мы тратим так, как пожелаем. Даже если будем пускать их, как камешки по воде, кому какое дело? С какой стати мы должны делиться с вами? Думаешь, раз ты нищий, то, стало быть, и правда на твоей стороне?» В его словах содержалась определенная доля истины, однако в данной ситуации они прозвучали поистине неуместно. Селянь уж было задумался, как бы заткнуть Цзэжуну рот, но тут со стороны внутренних покоев храма послышались торопливые шаги юноши в черных одеяниях, а затем голос: «Ваше высочество, зачем ты меня звал?» Селянь помахал ему рукой: «Му Цин, скорее поди сюда. Среди тех молитв, что ты получал в последнее время, не приходило ли вестей о засухе в Юнане?» Му Цин удивленно замер на мгновение и ответил: «Не приходило». Фэн Синь, едва улучив свободный миг, вставил слово: «Да как же не приходило?» Пострадавшие от бедствия в попытке спастись уже добрались до столицы, его тон прозвучал настолько уверенно, что выражение лица Му Цина даже немного застыло, и он резко ответил: «Я говорю правду, я в самом деле ничего подобного не слышал. Неужели ты считаешь, что я намеренно утаил то, о чем узнал? А ты сам не получал известий об этом? Если народ Юнани просил об избавлении от засухи, в то время как в храмах наследного принца я нес дежурство по нечетным месяцам, а ты по четным,
ведь не может быть, чтобы все мольбы, связанные с бедствием, приходились лишь на нечетные месяцы, и ты совсем ничего о них не знал. Фэн Синь озадаченно замер, однако, поразмыслив, пришел к такому же выводу и произнес: «Я и не говорил, что ты не докладывал намеренно. Ты слишком мнительный». Понимая, что они вот-вот снова начнут ссориться, Селянь, у которого уже начались головные боли, изобразил руками примирительный жест и произнес: «Ну хватит, Фэн Синь не это хотел сказать. Сейчас же перестаньте». Двое немедля замолчали, прекратив перебранку. Как раз к тому времени Цзэжуну наскучило наблюдать за избиениями Лан Ина. Он взял кулек, в который сыпал шелуху от семечек, и сказал: «Тащите этого вора в темницу». Слуги ответили: «Повинуемся приказу». И схватили Лан Ина. Селянь произнес: «Вначале разберемся с одной проблемой, выручим несчастного, затем я расспрошу его как следует о случившемся в Юнане». Лицо Муцина смягчилось, он с осторожностью спросил: «Ваше Высочество, как ты собираешься разбираться с этим? Тебе запрещено по своему желанию являться пред смертными». Именно это правило после своего вознесения Селянь никак не мог понять. Считалось, что небожители должны помогать людям, но при этом почему-то непременно требовалось принимать заносчивый вид и ставить себя выше простых смертных, а также запрещалось по своей воле появляться в миру. Это ведь буквально связывало принца по рукам и ногам, что повергало его в неимоверное раздражение. К счастью, Селянь в таких случаях мог принять обходные меры. Нисколько не раздумывая, даже не обернувшись, он выставил руку и совершил толчок. Люди перед храмом заметили, как тень на земле чуть качнулась, и недоуменно развернулись. В следующий миг раздался истошный вопль Цзэжуна: «Мой царственный брат!» Одним движением Селянь просто-напросто столкнул с постамента собственную божественную статую. Золотое изваяние с благовоспитанным изящным лицом, с мечом и цветком в руках, то ли падая, то ли склоняясь, начало заваливаться на сторону. На лице Цзэжуна отразился такой ужас, будто он увидел, как родная мать собралась повеситься и уже выпинывает из-под ног табурет. Совершенно наплевав на Лан Ина, он бросился к божественному изваянию и крепко-крепко обхватил его ногу, упорно стараясь удержать статую от падения и душераздирающего вопя. «А вы чего ждете, кучка никчемных тварей? Сейчас же помогите мне удержать его. Не дайте моему царственному брату упасть. Он не может упасть». Пока юноша надрывался, Селянь абсолютно невозмутимо прошествовал мимо него и вышел из храма наследного принца. У Фэн Синя и Муцина от такой картины едва не треснуло лицо. Лишь спустя пару секунд Фэн Синь смог выкрикнуть: «Ваше Высочество! Ведь это же твоя божественная статуя». Такое происшествие, как падение статуи, считалось знамением весьма недобрым, и все небожители в той или иной степени старались этого не допустить. Но чтобы кто-то вот так сталкивал с постамента собственное божественное изваяние, поистине являлось делом неслыханным, чудачеством для всех трех миров. Селянь произнес: «Всего лишь большой кусок золота, не более. Иначе мне бы не удалось их отвлечь. Идите подтолкните статую с другой стороны, чтобы они не могли отойти ни на шаг, а я повидаюсь с тем человеком». У Фэн Синя и Муцина не нашлось слов для ответа, но все же пришлось послушаться приказа. Они встали сбоку от статуи, и каждый одним пальцем прикоснулся к изваянию. Лишь малой талики усилия им хватило, чтобы остальные не смогли установить статую ровно на постамент, даже приложив старание, с которым младенец сосет молоко. Людям оставалось с огромным трудом удерживать изваяние от падения и с зубовным скрежетом причитать: «Сразу видно, настоящее золото, веса в ней уж точно хватает». Тем временем Лан Ин, которого так и оставили сидеть на земле снаружи, увидел, что никто больше не обращает на него внимания, некоторое время поглядел на сверкающую золотым блеском статую, поднялся на ноги, отряхнул одежду от пыли, закинул дорожный сверток на спину и побежал прочь. Селянь последовал за ним. Мужчина бежал довольно долго, пока не оказался в тени пышного леса, где огляделся по сторонам и, наконец, уселся под деревом, чтобы отдохнуть. Селянь спрятался за деревом, сложил руки в простом заклинании и принял вид младшего монаха в белых одеяниях.
Обретя форму, принц осмотрел себя с ног до головы, убедился в отсутствии изъянов, взмахнул метелкой из конского хвоста и уже раздумывал, как сделать так, чтобы его появление не выглядело внезапным, как вдруг увидел, что Лан Ин уселся на корточке рядом с лужей у дерева, склонился и принялся голыми руками выкапывать яму. Ладони молодого мужчины были достаточно широкими, чтобы одним движением выкопать довольно глубокую выемку в земле, а ошметки грязи так и летели в стороны из ямы, так что мужчина стал похож на поджарого черного дикого пса. Селяню стало любопытно, для чего ему вдруг понадобилось рыть яму, но потом принц увидел, как мужчина вытер грязь о штаны, набрал в пригоршню воды из лужи и поднес ко рту. После такого Селянь больше не смог скрываться. Он торопливо вышел из-за дерева и удержал мужчину за руку. После вынул из пространства Цинь-Кунь в рукаве флягу с водой и протянул ее несчастному. Лан Ин уже успел набрать в рот воды из лужи, поэтому, надув щеки, проглотил и посмотрел на внезапно возникшего перед ним монаха. Мужчина не удивился и не отказался, просто взял флягу и стал пить громкими глотками, осушив сосуд в один присест. Лишь допив, он произнес «благодарю». Раз уж появление все равно вышло внезапным, Селянь и думать забыл о каком-то более естественном начале общения. Принц постарался взмахнуть метелкой с видом как можно более одухотворенным и вызывающим доверие, затем обратился к мужчине: «Уважаемый друг, откуда и куда ты держишь свой путь?» Лан Ин ответил: «Мы пришли из города Юнань, района близ излучины Ланер, и направлялись в императорский дворец. Но теперь я туда не пойду, передумал». Селянь удивленно замер и переспросил: «Мы?» Лан Ин кивнул: «Мы. Я и мой сын». Селянь все больше приходил в замешательство, тогда как его сердце постепенно окутывало холодком. На его глазах Лан Ин снял со спины дорожный сверток, раскрыл его и сказал: «Мой сын». Кто бы мог подумать, что в его дорожный мешок окажется завернуто мертвое тело маленького ребенка. Мальчик был совсем мал, на вид не больше 2-3 лет. Его лицо пожелтело, щеки впали, к голове липли тонкие и редкие пожелтевшие волосики, на коже виднелась потница. На маленьком личике застыло странное выражение, казалось, что он собирался заплакать, будто испытывая ужасные мучения. Глаза мальчика были закрыты, а рот открыт, вот только звуков он больше не издавал. Зрачки Селяня сделались совсем маленькими точками, он испытал страшнейшее душевное потрясение, не мог выговорить и слова. То-то ему все время казалось, что мужчина выглядит немного странно. Принц никак не мог понять, в чем именно заключалась странность, просто незнакомец казался Селяню не совсем нормальным, говорил и вел себя таким образом, будто совсем не задумывался о последствиях, действовал прямо и безрассудно, не заботясь ни о чем. Теперь же возникал лишь один вопрос: о каких еще последствиях мог задумываться этот человек? Лан Ин показал ему сына и снова завернул ребенка в сверток, как можно тщательнее подвернув края. Глядя на его сосредоточенное лицо и движение, Селянь в душе ощущал себя нестерпимо тягостно. Он впервые видел труп такого маленького ребенка. Едва выговаривая слова, принц спросил: «Как погиб твой сын?» Лан Ин закинул сверток на спину и рассеянно произнес: «Как погиб? Я и сам не знаю, как он погиб. Может, от жажды, может, от голода, может, от болезни. Кажется, от всего понемногу». Мужчина почесал затылок и продолжил: «Когда мы только выдвинулись в путь из Юнани, я нес его на спине, и он еще немного, пока шли, звал меня: тятька, тятька». Потом потихоньку затих, только кашлял. А после и кашлять перестал, я думал, он уснул. Когда я нашел немного еды и хотел его разбудить, он так не проснулся. Значит, ребенок погиб в пути, спасаясь от бедствия. Лан Ин покачал головой: «Я не умею заботиться о маленьких детях. Если моя жена узнает, что ребенок погиб, она заругает меня до смерти». Замолчав ненадолго, он добавил: «Хотел бы я, чтобы моя жена все еще могла меня отругать». Выражение его лица от начала до конца оставалось равнодушным,
подобно увядшему дереву или почерневшей заводе, на поверхности которой уже никогда не поднимется ни единого признака жизни или даже легкой волны. Селянь ощутил, как сжалось горло, а через некоторое время тихо проговорил: тебе следует похоронить его. Лан Ин кивнул и ответил: да. Я хотел выбрать место получше. Вот здесь довольно неплохо, деревья заслоняют от солнца, и рядом вода. Похороню его и пойду назад. Спасибо тебе за питье. Ан кашлянул пару раз и вновь склонился, чтобы продолжить копать яму руками. Селянь же пробормотал: нет. Тебе не нужно благодарить меня. Не нужно благодарить меня, не нужно. К тому времени подоспели Фэн Синь и Му Цин. Увидев, что один роет яму, а другой стоит рядом, остолбенев, юноши озадаченно замерли. Селянь был не в настроении рассказывать подробно, лишь повторил пару размытых фраз. Лишь спустя долгое время он вспомнил, что одной только воды недостаточно, ведь путнику еще нужно вернуться в Юнань. Поэтому принц запустил руку в рукав, поискал и, вынув кое-что еще, протянул Лан Ину со словами: «Возьми с собой». Лан Ин остановился и внимательнее рассмотрел то, что принц держал в руках. Это оказалась темно-красная бусина размером не больше ногтя. Яркая, гладкая и переливающаяся блеском, она потрясала чудесной красотой. Даже если не знать, что это такое, одного взгляда хватало, чтобы понять, вещица наверняка исключительно драгоценная. То была именно та коралловая бусина, единственная оставшаяся из пары сережек, которые принц надевал на торжественное шествие в честь жертвоприношения небесам на празднике фонарей 3 года назад. У Му Цина о ней, можно сказать, осталось глубокое впечатление, поэтому при одном взгляде на бусину юноша чуть изменился в лице. Лан Ин даже не стал возражать, он будто утратил беспокойство о какой-либо вежливости, присущей нормальным людям. Мужчина протянул руку и забрал бусину, говоря: «Благодарю». Ан заботливо припрятал бусину на поясе, снял со спины сверток, осторожно положил его в яму и произнес: «Отец скоро вернется навестить тебя». Договорив, он также голыми руками старательно засыпал яму землей и накрыл сверху тряпицей. Селянь прикрыл лоб и закрыл глаза. Спустя время, когда мужчина широкими шагами удалился, Фэн Синь изумленно спросил: «Ваше Высочество, что он туда зарыл?» Он сказал: «Отец». Он закопал тело, Му Цина же заботило совсем другое. Он произнес: «Ваше Высочество, только что я все проверил и разузнал подробнее». Местность Юнани и ранее не считалась богатой, храмов и монастырей там построено мало. Кроме того, в них, похоже, действует местное правило: те, кто ничего не подносят в дар, не могут войти и совершить поклонение, поэтому в храмы наследного принца приходят лишь члены зажиточных семей, а бедняки, что пострадали от засухи, не имеют такой возможности. Селянь не ответил, лишь мрачно произнес: «Вы отправляйтесь в Юнань. Разузнайте обстановку. А я пойду к советнику и расспрошу подробно, что же, в конце концов, произошло». А никогда не выглядел таким помрачневшим, поэтому двое помощников не посмели отнестись к приказу небрежно, оба ответили согласием и немедля отправились в путь. А Селянь развернулся и помчался в направлении горы Тайцан. Судя по всему, не приходилось рассчитывать, что размеры бедствия в Юнане малы, наиболее вероятно обратное. Но ведь, даже если он не слышал голосов, молящих о помощи, не может быть, чтобы в императорском дворце об этом ничего не знали.